Всем привет! Я Мария Фомина, и вы на моем YouTube-канале, и это мое первое влог-видео. Почему я решила записать именно видео, а не написать лонгрид? Потому что на самом деле ситуация это масштабна, все это бы в слова на бумаге не поместились, поэтому сейчас вы слушаете это видео, и я надеюсь, оно поможет вам разъяснить, что именно происходит сейчас в нашем трайбл-сообществе, почему так происходит, и сформировать именно свое мнение на эту проблему в нашем сообществе. Я сделаю именно обзор с фактами, буду также высказывать в каких-то случаях свое мнение, потому что оно у меня есть, но ни в коем случае не навязываю. Я очень надеюсь, что после просмотра этого ролика вы сформируете именно свой взгляд. Я думаю, что очень много кто из нас слышал о фестивале ADS Homecoming, который проходил очень много лет в Сан-Франциско. Но в 2017 году организаторами фестиваля было принято решение поменять название фестиваля на ADS Reunion и проводить его в разных городах, потому что в Сан-Франциско это было нерентабельно. И с 2018 года был фестиваль ADS Reunion, который проходил все время в январе. Он собирал все АТС-сообщество. И в этом году было предложено провести дискуссию, которая затрагивала три очень важные темы, актуальные, скажем, да, сейчас для нашего сообщества. Одна из них это была культурная апроприация, культурное заимствование. Вторая тема это небинарный язык в нашем трайбл-сообществе. И третья тема это инклюзивность людей с разным цветом кожи. Эти темы на самом деле являлись очень актуальными, не просто так они поднялись, это было очень важно и очень хорошо, что эти темы затронулись, и после уже этой дискуссии были приняты, скажем, даже оперативные меры по решению этих проблем. На самом деле, после того, как я прослушала эту дискуссию, она была доступна также онлайн, и у вас есть возможность посмотреть ее в записи совершенно бесплатно. Ссылочку я оставлю под видео. То мое было мнение, что будет как бы целый год там, до следующей дискуссии на фестивале ADS Reunion, то есть что оно будет постепенно как-то обсуждаться, решаться, потому что кардинальных именно решений не было выдвинуто, принято, да, на этой дискуссии. То, о чем говорила Каролина, это продолжайте танцевать, продолжайте делать то, что вы делали, обсудите эти все темы в вашем кругу, да, в вашем коллективе. Но были приняты на самом деле вот в течение месяца очень большие перемены, которые шокировали многих людей, даже разделили на два лагеря. Мы сейчас об этом с вами поговорим, да, откуда ноги растут, почему именно эти темы были затронуты, почему такие были приняты действия, чтобы у вас сложилось лучшее понимание ситуации. Определение, что же такое культурная апроприация, я сейчас вам зачитаю. Это непризнанное или ненадлежащее принятие обычаев, практик, идей одной группы членами другой, обычно более доминантной группы. В АТСе это, например, татуировки на лице, это бинди и использование также термина «племенной». Вопрос культурной апроприации на самом деле очень давно уже волнует танцоров в Америке. В 2017 году, если я правильно помню, я была еще на лекции April Rose
по культурной апроприации, и слушая ее лекцию, я, в принципе, понимала, о чем речь, но не понимала полностью, потому что на наших широтах, мне кажется, этот вопрос не стоит так остро, поэтому мне даже это не откликалось нигде, да, то есть почему я думала, это на такая вот именно актуальная проблема, что о ней вот уже говорят танцоры, предлагают эту тему в мастер-классах как лекцию. Я вам скажу, что бывая на классах у американских трайбл-танцовщиц, очень часто мы слышали про трайбл как просто belly dance. Это выражение я слышала постоянно у Рэйчел на классах. Еще, кроме АТС, танцевального направления, есть ITS, это Improvisational Tribal Style, так расшифровывалась эта аббревиатура, то есть это тоже групповой импровизационный стиль, вдохновленный АТС, вдохновленный Tribal Fusion, но он очень отличался от АТС тем, что он не имел вот этих вот фольклорных мотивов, этих фольклорных костюмов. Там использовалась современная музыка, движения больше напоминали современные танцы, хип-хоп, то есть это было ближе именно к Tribal Fusion. Вот эту вот групповую импровизацию ITS создала Эми Сиджел с ее коллективом Унмата, это ее детище. И вот, скажем, в начале января Эми публикует пост о том, что она думает уйти от слова tribal и думает, как назвать свой стиль. Что делать с этой буквой T, да, как заменить. Она очень много в этот период, пока она думала, общалась с людьми в своем сообществе. Она пыталась пообщаться с племенами, представителями племен в Америке. И в конце концов, в конце месяца она публикует такой пост, где она говорит, что ее как создателя стиля с многими исследованиями, прислушиванием к людям, обдумыванием, поиском души, она готова дать уйти слову tribal из ее танцевального формата. И она отпускает это слово с любовью и большим уважением. И говорит о том, что она привязана именно к работе, не к имени. Она говорит, что у нее нет никакого осуждения, если вы будете продолжать использовать слово tribal в описании вашего искусства, то есть независимо, какое у вас будет решение, как вы себя идентифицируете, она поддерживает. И это ее решение насчет как бы ее формата. Так на что же она поменяла эту букву T, да? Сильно она не объясняла, почему она отходит, но из-за того, что о культурной апроприации уже очень много говорят в Америке, в принципе, для американцев было понятно, почему от слова племенной уходит. И так как я говорила, этот стиль очень сильно отличался, он для меня всегда был про команду. И вообще Эми Сиджел, да, ее мысли, ее видение того вообще, как она работает, ее методика, все, что они делают, напоминало команду. Поэтому, когда я узнала, что букву T они меняют на Team, то для меня вообще не было никаких вопросов. Это было очень логичным и правильным названием, потому что от слова tribal, да, именно племенной, но это просто говорило объединение в их коллективе, да, но музыка, их выступления совершенно не были связаны с племенем. Но племя как бы равно команда. И поэтому improvisational team synchronization или improved team synchronization. То есть мы видим, что ITS, она оставила это слово таким, как оно было, да, просто буква T трансформировалась. И трансформировалась она очень логично. В принципе, ее все поддержали,
никаких противоречий больших не было в сообществе на эту тему. И в своих как бы поисках имени и так далее, она ссылалась на Дону Мехию. Это тоже один из лидеров мнений в американском трайбл-сообществе. Это великая женщина, профессор, преподаватель в университете. Она публикует статью 10 января, ну, вроде как, в которой она пишет, что еще с 2011 года она старается уйти от слова tribal, описывая то, что она делает, и говорит о том, что это становится сейчас глобальным, да, искусство, которое мы делаем. Конечно же, оно еще в андерграунде. И она предлагает отказаться от слова tribal. В своей статье она аргументирует, почему. И у меня тоже будет под видео ссылочка на эту статью Доны Мехии. И она предлагает слово транснациональный. То есть это то, как бы она писала свой стиль. То есть она говорит: я Дона Мехия, я транснациональный фьюжн танцор, артист, что ее собственный стиль — это коллаж, который сочетает танцы Северной Америки, арабского мира, хип-хопа, электроники и бразильского танца. И она предлагает точно так же нам попробовать говорить сейчас о себе не как о трайбл-танцоре, а подумать, как мы можем по-другому рассказать о себе, представить себя. Мне кажется, так как мы уходим постепенно все-таки от племенного в танце, не показываем это так сильно, да, мы так сейчас миксуем совсем на свете, у многих вырабатывается свой стиль, свой подход, видение. Поэтому, в принципе, это отличная возможность реально найти себя и идентифицировать себя в этом во всем, да, то есть как вы именно называете свой стиль, да, то есть не потеряться, а именно найти себя. И попробуйте реально описать то, что вы делаете, так как предложила Дона Мехия. В своей статье она говорит, я буду подсматривать, потому что очень много текста, информации, и параллельно, конечно, переводить. Она говорит, что уровень сопротивления, конечно же, будет очень большой. И тот уровень сопротивления, который вы испытываете к новому, он соизмерим именно степени трансформации, которая будет в будущем. То есть поэтому да, мы испытываем такое сопротивление сейчас к тому, что слово tribal уходит, покидает нас. И если бы мы знали, насколько сильно реально будут эти преобразования, то мы бы так сильно не сопротивлялись. То есть нужно открыться новому, не держаться за старое, открыться. Конечно, это звучит очень странно, потому что представьте, если бы сейчас переименовали балет, либо еще какое-то танцевальное направление, это было бы очень странно. Но, возможно, из-за того, что сейчас у нас уже намного больше знаний, пониманий, тогда это называлось не обдумываясь, возможно, очень сильно, не учитывая многих факторов, да, придумывалось это название, то сейчас оно имеет такое последствие. И если смена названия, она поможет эти последствия, да, как бы преодолеть или не допустить их, то это очень правильный шаг. Потому что как я вам уже говорила, слушая даже лекцию April Rose, мне не совсем откликалось то, о чем говорилось. И нам не понять вот эту вот боль и проблематику именно этого для американского трайбл-сообщества. И так как все-таки
танец оттуда, да, что они как бы наша Мекка, да, корни танца американские, придумалось это в Америке, то нам нужно учитывать то, что говорят создатели, люди, которые непосредственно создают и влияют на это танцевальное направление. Так как Дона Мехье говорит, что этот танец, он принял уже такие большие как бы обороты, и это уже транснациональное что-то, то на самом деле нам нужно учитывать мнение каждого и быть как бы толерантным ко всем. Если мы говорим, что, например, в нашем окружении это не несет такую смысловую нагрузку и никого не обижает, то все равно мы же не просто преподаем и танцуем только у себя в городе. Это глобальный танец. Я, например, очень много путешествую, работаю за рубежом, и если вы меня спросите, буду ли я использовать слово tribal, то, возможно, ответ мой будет такой, что так как я глобальный танцор, международный танцор, я буду использовать ту терминологию, которая принята глобально, да, которую используют за границей, которая понятна всем. Да, поэтому я буду переходить постепенно или использовать две терминологии, новую и ту, которая была раньше, для того, чтобы быть понятным для студентов, для танцоров именно там. Если бы я оставалась танцевать только в своей стране, в городе, да, там, в СНГ только, то я бы могла остаться с особым трайбл. И, возможно, я буду использовать два этих термина, да, в зависимости, опять-таки, использование терминологии в зависимости, где я буду преподавать, куда я еду выступать. То есть, как вы видите, начало убираться слово tribal, переводящееся как племенной, потому что оно на самом деле обижало людей, связанных так или иначе вот с этой племенной историей в Америке. И были такие случаи даже, что людям отказывали в выступлении из-за того, что у них в названии было слово tribal. Кому-то было очень неприятно, что его используют, или люди не шли на занятия, потому что они чувствовали бы себя там незащищенными, потому что там используют это слово племенной. Вроде бы мы это слышим, и это кажется для нашего сообщества СНГ странным, но на самом деле в Америке это очень большая актуальная проблема. То есть из-за того, что мы учимся и понимаем больше, возможно эти все изменения. И эти изменения на самом деле к лучшему. Она предлагает также вспомнить, почему мы начали заниматься этим стилем. Если я спрошу себя, почему, да, то слово tribal, племенной, на самом деле моя первая реакция была странная. И сейчас, когда я тоже говорю людям, что я танцую tribal, людей тоже странная реакция. Вот, то есть тоже нужно объяснять, если говорить, что я танцую фьюжн, да, либо я танцую импровизацию, групповую импровизацию американского формата, коллектива там Fat Chance Belly Dance, или я танцую фьюжн belly dance, я думаю, было бы проще. И на самом деле совершенно не слово привлекло меня. Меня привлекло вот это вот, привлекла возможность свободы, да, того, что мы можем танцевать под разную музыку, музыку ту, которую, например, раньше я не слышала вообще до этого, что мы можем создавать новые совершенно образы, да, то есть не использовать, да, вот стандартные какие-то образы стиля, да, как это есть в других там танцевальных направлениях, там, ну, в зависимости от тематики,
этот образ там может меняться, но именно полет такой в творчестве, в создании этих нереальных каких-то существ, образов, это все-таки был трайбл тогда для меня. Поэтому, если задуматься, то совершенно не само название меня привлекло. Привлек вот этот вот процесс, то, о чем говорила Эми Сиджилл, что важно то, что мы делаем, а не то, как мы это называем. И поверьте, что ваших учеников дальше и ваших будущих учеников будет привлекать то, что вы делаете именно, а не само название стиля. Также Донна, она призывает не покидать сообщество только из-за вашей личной рефлексивности. Она предлагает быть храбрыми в этой смене. Что нам нужно гордо помочь этому развиваться. И она призывает нас создавать дальше, двигаться вперед, развивать это все. И с новым сознанием того, кем мы стремимся быть. То есть найти на самом деле себя в этом во всем. И она говорит, что, возможно, мы все вместе найдем даже лучшее название, чем транснациональный для нашего жанра. И как исцелим это слепое пятно, да, то есть это не окончательное совершенно решение, поэтому мы можем все вместе искать, предлагать, обсуждать это все. И статья Донны Мехия вышла перед этим фестивалем Aries Reunion, поэтому эта тема была и поднята на дискуссии, и ссылались на эту статью Донны. Есть еще одна статья на эту тему, ссылочка тоже будет под видео. Обязательно прочитайте, если вы владеете английским. На дискуссии на Aries Reunion высказывались не просто как бы люди, да, с тусовки, а именно те, которые изучают этот вопрос и, скажем, представители этих тем, то есть люди, которые сталкивались с этой проблематикой, они высказывались, и было очень много людей, кто слушал эту дискуссию на самом фестивале, и они могли задавать вопросы и говорить на эту тему, да. Какие-то решения, в принципе, были уже приняты по ходу. И одна из представителей на этой дискуссии, которая именно рассматривала вопрос культурной апроприации, она провела прямо вот такой вот опрос среди своих там знакомых, людей, которые тоже связаны со словом «племенной». И она получила на самом деле очень много негативных таких ответов, которым она была просто вот шокирована и не ожидала их. И она их зачитывала там на дискуссии, говорила, что кому интересно, то она может показать все остальные ее там записи. Вот. И она именно приводила факты, что конкретно людей это обижает, и кто-то даже принимает для себя такие решения, что он не будет носить бинди, или он не будет наносить на себя вот эти все росписи на лице. И дело не только в термине, да, именно что это означает, потому что каждый может вкладывать свой смысл. Кто-то говорит, что племенной задевает его, да, а кто-то говорит, что это совершенно нейтральное слово, да, не несящее такой смысловой нагрузки. И она, как преподаватель также английского языка, говорила о том, что не важно также, что это слово значит, а именно что заставляет это слово людей чувствовать. То есть если какие-то негативные эмоции возникают, то нужно что-то делать и решать. Поэтому эту тему и поднимали. И не было, в принципе, предложения на самой этой дискуссии, что давайте убирайте это слово «племенной», вот прямо сейчас и так далее. Просто говорили о том, что об этом важно поговорить, это имеет место быть, и мы должны подумать об этом, да, просто.
Вот, поэтому никаких прямо таких вот посылов, даже со стороны, скажем, тех, кто поддерживал эту идею и говорил за культурную апроприацию именно в АТС, не было таких вот резких заявлений. И Каролина, как бы послушав это все, она говорила, в принципе, что вы от меня хотите, чтобы что я сделала. И она говорила, что она не будет ничего менять вот на данный момент. И она говорила о том, что если вас обижает это слово, просто не используйте его. Говорите просто АТС, да, и не переводите как бы каждое слово, говоря, что значит это слово, что там есть слово tribal, либо вообще не используйте это слово. Если она говорит проблема именно в этой букве T, в слове ATS, то тогда как бы что-то будет решаться. На самом деле это слово очень многим уже полюбилось. Мы столько лет, как говорят, работали над развитием этого слова, да, принятием его. Я помню, как я была одним из жюри в литературном конкурсе Tribal Mafia, в котором те, кто участвовал, предлагали свою интерпретацию Tribal. И я помню, как я читала эти все замечательные тексты. Это все, знаете, такие воспоминания волнительные. Но с другой стороны, на самом деле никто нас не заставлял выбирать этот танец, и никто не заставлял нас этот танец, скажем, популяризировать, да, то есть никто не говорил, идите теперь как бы там развивайте его, популяризируйте там, да, с кровью там и так далее. Вот, то есть не было никаких таких задач. Мы сами для себя это все придумали. Конечно, сейчас жаль проделанной работы, но будем очень надеяться, что то, что стиль этот уже не называют трайблом, нам стоит принять, и, возможно, нам будет даже легче объяснять людям, что это теперь. Потому что, когда мы говорим слово tribal, племенной, да, потом человек, например, смотрит наше выступление или видео, оно никак не соответствует именно племенному. Они смотрят, да, сольное выступление, костюмы немного похожи на балет-данс, есть металл, и как бы у людей есть нестыковка, или мы выходим в кабаре в каком-то образе, да, то есть немножко со временем, да, так как все меняется, вот это вот обозначение племени, оно на самом деле отходит. И кто-то говорил, что это даже очень логично, то, что название меняется. Tribal Fusion, он стал сейчас очень таким современным, да. Мы там видим на самом деле уже даже больше современных танцев, чем, да, вот этой вот основы Tribal Fusion. Очень мало даже, да, вот восточных вот этих движений мы начинаем видеть. Поэтому отсюда как бы вопрос, почему тогда племенной, почему называли это Tribal Fusion? Если посмотреть на АТС, да, сейчас, как он тоже модифицируется, развивается, то мы видим, что очень много сейчас именно фламенко движений добавляется, что немножко даже силуэт, образ меняется, да, от таких вот тяжелых, скажем, образов, да, где у нас там по 2 юбки, платки, куча всего понавешенного, мы идем к более легким вариантам, используем, да, силуэтные такие вот юбки, рыбки, да, может быть даже. Конечно, мы к тюрбанам тоже возвращаемся, но все равно, то есть мы тоже немножко отходим от вот этого вот племенного, того, что было раньше. То есть сейчас, объявляя, что это племенной танец, и выходит коллектив девушек, похожих на танцовщиц фламенко. И что получается? Что культурная апроприация
Культурное взаимствование, оно обсуждалось в американском трайбл-сообществе очень много лет назад уже. И танцоры, преподаватели, которые ездили по миру, они уже читали лекции на эту тему, чтобы все также в Европе, да, и во всем мире задумались об этом. После того, как Эми Сиджел переименовывает свой формат, убирая слово tribal на слово team, команда, дальше выход статьи Донны Мхи о том, что она называет то, что она делает, транснациональным, и предлагает поискать, ну, как бы отправиться на поиски названия к тому, что мы делаем на самом деле. Потом дискуссия на ATS Reunion, где также поднималась эта тема. И Каролина говорила, что она об этом подумает. Да. 4 марта Каролина публикует заявление о том, что она говорит «до свидания» уже слову ATS, которое останется просто уже в истории, и заменяет название стиля, который мы все танцуем, на FCBD Style, на Fat Chance Belly Dance Style. То есть название коллектива, ее коллектива, то есть что мы танцуем в стиле ее коллектива. И, конечно, разделилась на два лагеря. Люди были в шоке, потому что настолько мы привыкли к слову АТС, и это тоже трейдмарк, то есть это зарегистрированная торговая марка. И Каролине, я думаю, нелегко вообще далось это решение, и ей придется сейчас все перерегистрировать. Это не так все просто и дешево, и менять абсолютно все печатные материалы, менять все программы ее, потому что будет меняться также вся терминология, которая дальше у нас используется. Сайт будет переписываться, да, то есть ADS теперь равно FCBD Style. И, конечно, вот в странах СНГ это возникла такое буря сопротивления, скажем, да, потому что мы очень привыкли к слову tribal и ATS. И в Латинской Америке, то есть это, вот скажем, да, две такие зоны, которые не совсем приняли это, да, как бы в странах СНГ даже запустились флешмобы, такие, что я танцую АТС, я танцую трайбл, как бы, да, что мы хотим и будем все равно называть это так, как мы называли, то есть мы не приемлем эти перемены. Каролина на это все отвечает так, что, конечно же, не всем понравится, да, не все примут сразу же вот эти изменения, и, конечно, мы можем продолжать называть наш танцевальный стиль АТС, то есть ADS равняется FCBD Style, пока мы постепенно переходим на новую терминологию, то есть ей бы очень хотелось, чтобы новая терминология была уже общепризнанная всеми, и она дает всем свое определенное время, сколько нужно времени каждому для того, чтобы мы пришли к тому, что мы готовы поменять. Да, то есть не рубить с плеча, а каждый в своем темпе может эту терминологию уже использовать. Мое мнение такое, что, конечно же, да, АТС, Tribal — это то, что тоже я везде указывала и указываю, употребляю. Даже сейчас, записывая этот ролик для вас, я тоже использую все эти слова, это история. И, конечно же, я танцую, я сертифицированный преподаватель, я танцую стиль, который придумала Каролина Нерикио, и я буду делать то, что говорит создатель стиля. То есть для меня немножко странным как бы становиться там в позу, и ну, как бы это ее стиль, это ее решение, и здесь нужно понять и принять это. И я танцор международный, и
использовать международную терминологию. Если это название приживется, да, в Европе, в странах, куда я буду ездить, я буду называть это теми словами, как называют это там, да. То есть, возможно, где-то я буду продолжать говорить АТС и трайбл, где-то я буду использовать уже новую терминологию, не говоря племенной, да, используя CBD стайл. То есть я буду как бы использовать несколько вариантов и постепенно двигаться. Кто его знает, может быть, даже поменяют, да, будут какие-то изменения, если видят, что очень много кто это не принял. Мы посмотрим, поживем, увидим, как это будет, но как бы оно ни случилось, то есть, конечно же, я буду делать это так, как говорит тот, кто создал этот формат. И сколько бы там денег я не заплатила за обучение, и сколько лет и жизни там я потратила на это все, но я готова к этим изменениям, потому что жизнь, она меняется, и это терминология, которая, в принципе, диктует создатель стиля. Вот, я представляю как бы ее интересы. Хотела сказать насчет протеста, который может быть на вообще решение какого-либо руководителя, да, потому что у меня у самой были ситуации, когда я знала, что нужно поступить так, и я делала, да, какие-то заявления, которые были людьми восприняты, ну вот точно так же, как сейчас это происходит, да, то есть там буря протеста, как бы несогласия и так далее, непринятие, то есть не хотелось совершенно людям вникнуть и понять, почему я так решила, то есть даже когда я объясняла, меня не слышали. Вот, то есть, как говорится, у всех своя правда, но я очень понимаю, в какой ситуации сейчас Каролина. Очень много кто говорил, что она не посоветовалась там со всеми, но нас так много, все равно было бы два лагеря, ей бы приходилось бы выбирать, да, ну, то есть, чью бы позицию она бы поддерживала. В принципе, ее решение можно назвать верным, потому что она создала этот стиль, у нее есть коллектив, и называя это форматом этого коллектива, ну, как бы мы сразу идентифицируем это с этим коллективом, с форматом, который именно Каролина танцует, да, ее коллектив. То есть сразу убираются все диалекты, и из плюсов это, в принципе, возможность вернуться к этим истокам, потому что вряд ли вы подпишете видео, где вы танцуете 1500 диалектов FCBD стайл. Да, то есть, возможно, уже мы будем выборочно, ну, относиться к тому, что мы делаем. Конечно, все ждут еще, как называть именно то, что имеет в себе вот эти все диалекты, потому что раньше это было слово АТС, которое объединяло вообще, да, всю эту групповую импровизацию, как бы и формат фетченцев, и других, да, формат других коллективов, это все называлось АТС. Да. Сейчас это все разделяется, и в принципе это довольно логично, потому что как создатель Каролина, она видит, что каждый начал творить что-то свое, и ничего уже, грубо говоря, того, что создала она, не осталось. Да. Ничего в этом плохого нет, просто, как вы видите, да, каждая студия, она может создать форматы. То есть у нас, допустим, Black Sheep Belly Dance, да, формат. То есть это формат вот этого коллектива, который придумал. То есть они не называют себя там еще каким-то другим там словом. Это формат коллектива. Поэтому здесь все вопросы как бы сразу отпадают. Уже же были изменения у нас в терминологии, да, внутри. То есть когда у нас был old school ATS и new ATS, да, и потом появилось, тоже у нее было заявление, появилась терминология, которая говорила, что есть теперь Classic ATS, Modern ATS, и вот с появлением вот этих всех диалектов она это все ограничила, как бы Movement Dialects. Вот, то есть тоже были изменения внутри, в принципе, все перенесли их как бы нормально, ну, там другие слова.
Теперь у нас уже поменялось вообще название стиля, которым мы танцуем. Вот этот вот тоже протест с тем, что теперь очень тяжело объяснить. Если мы раньше говорили American Tribal Style, американский tribal стиль, это танец, который придумали в Америке, племенной, потому что мы там, это общность, там танцуем все вместе, да, вот такой как бы стиль. И то, что он в себе содержит вот эту эклектику, фьюжн всех разных там танцевальных направлений, народов, да, как бы костюмы, музыка, вот все-все-все. То есть, в принципе, такое вот было объяснение. Если сейчас говорить, что FCBD Style, то это групповая импровизация, да, вот этого вот коллектива Fat Chance Belly Dance. И дальше, как бы, в принципе, мы уже будем рассказывать, что это подразумевает. И если вбивать Fat Chance Belly Dance или FCBD в Google, то, конечно, это не покажет сразу того, что мы бы искали под словом ATS и находили. Мы слышим belly dance, то, от чего вроде как мы отходили, говорили, что мы не belly dance, да, и слышим слово fat, то есть, да, теперь как бы мы можем говорить о том, что это танец как бы абсолютно там для всех, боди-позитив, либо кто-то будет думать, что это танец для жирных. То есть вот такие вот вопросы задает, да, в СНГ пространстве именно. Как объяснять теперь то, что мы делаем, как называть себя. Если раньше мы говорили, что мы трайбл-сообщество, трайбалицы, да, трайблицы, то есть такая вот была терминология, как теперь себя идентифицировать, да. Вот. Кто-то боится, что начнется такая персонализация, что каждый будет говорить там, да, как там, мой фьюжн или там ее формат, да, и каждый начнет делать что-то свое без вот этой общности. То есть мы не знаем, к чему это все приведет, но есть и плюсы, конечно, у этой смены названия. Что мы немножко уйдем от вот этого племенного стереотипа, потому что слово племенное очень часто порождало вот это все шаманство вокруг нашего стиля, эти все, скажем, стереотипы на тему женской силы, да, там то, что там мы черпаем у земли, вот этот вот круг, там как бы все эти дела, вот, от которого мы тоже старались уйти, но кто-то еще до сих пор продолжает это все использовать в объяснении своего танца. То есть без слова tribal как бы это все сразу сходит на нет. Конечно же, не все люди, которые приходят танцевать Tribal Fusion, они за общность. Очень много из людей, которые как бы хотят танцевать сольно. И, возможно, теперь как бы мы не будем людей, скажем, заставлять, да, как бы быть вот в этом сестринстве, и каждый может развиваться как личность. Возможно, уйдет то, что как бы тоже стереотип такой, что как бы это как секта, да, то есть потому что уйдет вот это слово tribal, как бы племенной. И, возможно, нас начнут более серьезно воспринимать, потому что уйдет слово племя, да, такое, скажем, племя, да, какое-то староватое, скажем, слово, да, которое сразу говорит про что-то там, тех времен, стародавнее что-то. То, что я еще раньше говорила, несостыковка немножко пропадет. Вот это вот, когда говорят, что это tribal fusion, и выходит кто-то танцевать кабаре номер, да, то есть... И точно так же, что в АТСе тоже не всегда мы показываем себя прямо как племя, да, то есть такие вот у нас образы. То, что у нас опять появилось слово «белли-данс», скажем, что мы опять возвращаемся к истокам. Может быть, нам не нужно было так сильно уходить, да, от этого, либо это тоже для чего-то нужно было. Может быть, нам нужно было отделиться, чтобы
лучше идентифицировать себя в этом стиле, как бы понять, да, его развить и вернуться опять туда же, уже есть что сказать, как говорится, да, то есть не такие мы уже зеленые, мы уже как самодостаточный стиль, да, основанный на балидансе. И, возможно, слово американский балиданс тоже очень хорошо покажет то, что мы делаем. Мы можем увидеть дальше, да, что после этих всех событий на сайте у Рэйчел, у Датуры пропало вообще слово tribal, то есть все теперь называется fusion belly dance абсолютно везде. Можете зайти проверить, если кто-то еще не видел, поэтому, в принципе, на данный момент Tribal называется Fusion Belly Dance, и АТС это FCBD Style. Но опять-таки все вам скажут, что вы можете использовать старую терминологию, если вам с ней комфортно, и постепенно переходить на новую, потому что если этот переход как бы будет, то вам тоже не останется как бы выбора говорить со всеми на одном языке. Появлялись такие интересные тоже вопросы вот от сообщества. Действительно ли нам нужно это слово tribal для того, чтобы описать то, что мы делаем, для того, чтобы почувствовать себя в этом коллективе, почувствовать эту общность? Нужно ли нам обязательно слово American для того, чтобы определить, откуда как бы пошел этот танец, да? Потому что если мы посмотрим на другие танцевальные направления, нигде нет этой приставки, да, откуда этот танец родом. Да? Мы уже, как новую историю, можем понять, что этот танец зародился там-то и там-то. В связи как бы с этой всей ситуацией, что нам остается делать? Да? Использовать на данный момент терминологию, которая вам близка, которая вам подходит, и постепенно переходить на новую терминологию, потому что это неизбежно. Все-таки, если вы танцор мира, вот, если вы глобальный танцор. И, конечно, в принципе, поиски самоидентификации, на самом деле поспрашивайте себя, попробуйте сесть и записать, что конкретно представляете вы, что делаете вы именно, да, если вы трайбл танцор, либо вы коллектив, который танцует АТС. Танцуете ли вы все-таки как бы формат Каролины, или вы ушли так далеко, что, возможно, вы уже создали свой отдельный формат, да, танец, который состоит из диалектов. И я думаю, что поиски вот это еще общей самоидентификации, как вообще называть наш стиль общим, да, это все еще будет продолжаться, и вы можете высказываться в различных дискуссиях на эту тему. Я думаю, что к чему-то мы все-таки все вместе придем. Это очень интересный путь к чему-то новому и обязательно лучшему. Следующая тема, которая поднималась для обсуждения на ATS Reunion, была тема инклюзивности людей разного цвета кожи. Фэченцы раньше, да, имели в составе, да, практически все они были более-менее светлокожие, да, то видя как бы эти картинки, создавалось впечатление, что это танец только там для белых, да, возможно. Либо с появлением там потом азиатов, когда азиаты видели, что в этом коллективе танцуют такие же, да, как они, то это популяризировалось больше уже в их странах, в странах Азии, и мы сейчас можем видеть большую популярность этого стиля там. Поэтому речь шла о том, что если вы, допустим, хотите, чтобы у вас в
классе были студенты, вы открыты к этому, да, разные цвета кожи, то для того, чтобы сказать об этом, да, у вас должно быть написано это как бы в флаере, что у вас как бы танцы, да, для всех абсолютно, да, и, возможно, картинка, которая именно визуально будет показывать о том, что там разный цвет как бы кожи, и все вместе танцуют, да, если бы у вас даже был бы такой коллектив, и вы выступали бы, да, то вы бы автоматически привлекали людей, потому что когда они видят таких же, как они, похожих на себя, они понимают, что это для них благоприятная среда, да, там, где им будет комфортно, там, где их не обидят, там, где такие же, как они, и они придут туда. Так как Каролина, она из Сан-Франциско, вопрос вот этот multicultured не совсем как бы ей был понятен, но потому что они автоматически как бы приемлют всех и относятся к этому очень вообще толерантно и спокойно, то есть это норма, то с обсуждением этой темы как бы она поняла, что где-то это важно тоже, вот, и что в принципе об этом стоит тоже задуматься и говорить. И женщина, которая представляла как раз эту тему на ADS Reunion, она говорила, что когда она пришла в танцевальную студию, она была одной единственной черной девочкой там, да, и что ей, конечно, было очень некомфортно. Потом, когда они начали выступать уже все вместе, то ее видели да, выступающие, уже приходили люди, и кто-то говорил, почему, да, ты одна, там, допустим, черная только девочка, потому что афроамериканцы, да, у них есть вот это вот чувство, да, сильной женщины, вот все вот эти качества, они очень сильно подходят тому, как позиционирует себя АТС, и кто-то даже говорил, что это реально танец, который должны танцевать афроамериканки. Вот. Но на удивление, да, она отвечала, что я, допустим, одна только в коллективе. И потом, когда она уже была преподавателем в своем коллективе, да, и на сайте уже была выложена там ее фотография, то к ней уже приходило очень много афроамериканцев, потому что они видели такого же преподавателя, и это их привлекало. То есть вот эта вот тема тоже была рассмотрена и, в принципе, была обсуждена, и давались вот такие вот советы. В принципе, в наших странах, да, на территории СНГ не так часто мы можем встретить такие мультинациональные коллективы, да, и в принципе, так как мы все были в одной большой республике с разными тоже национальностями, у нас также, наверное, как в Калифорнии, к этому более-менее, да, вот такой толерантный подход, это все как бы нормально. И, кстати, скажу тоже, что помню в практике был коллектив, где занимались у девочки тоже азиаты, и это вот, знаете, как сарафанное радио, и там тоже их видели, и у нее потом практически весь коллектив состоял из девочек-азиаток. Вот, поэтому, вот, в принципе, то, что как бы мы видим, как мы себя показываем, то как бы мы и призываем. Тема, да, вот этой вот дискуссии третьей, когда мы предполагаем, что все люди в наших классах идентифицируют себя как бинарные или как гетеросексуальные, мы не выделяем места для тех, кто идентифицирует множество способов с точки зрения пола и сексуальной идентичности. Одним из способов, которым мы можем создать пространство для людей в нашем сообществе, является использование эксклюзивного языка. При обращении к студентам не двоичный, да, не бинарный язык.
И также вопрос стоял по поводу вот термина именно sister studio, да, что сестринская студия, потому что если у нас есть также небинарные люди, они не могут себя относить к sister studio, да, к сестрам, потому что они как бы не девушки, они не женщины. До этого в АТС были такие термины для тех, кто прошел сертификацию, да, и хочет как бы нести АТС дальше, развивать его сообщество, и вы принимали вот эту вот сестринскую студию, что вы ею являетесь, вы могли выбрать или sister студию, или brother студию, потому что у нас начали появляться мужчины в танцевальном сообществе, да. Конечно, многие из них это геи, да, но тем не менее они все равно себя считают как бы братьями, ну, то есть считают себя мужчинами. И 3 марта Каролина делает заявление, что теперь у нас появляется еще партнер-студия. И вы можете выбрать из этих 3, как себя идентифицировать, да, какая вы как бы студия. Если вы партнер-студия, то как бы либо вы конкретно являетесь, да, таким небинарным, допустим, человеком, либо вы студия, которая открыта к вот вообще всем мужчинам, женщинам, небинарным, то есть ко всем абсолютно, да, и таких студий не так много у нас пока что есть по миру. Либо вы называете себя sister studio, либо brother studio, потому что, опять-таки, кто-то считает только, что это танец конкретно для женщин, то есть он создавался женщиной для женщины, и он празднует вот это вот наше тело, да, все, что мы как бы делаем, как бы увеличивает нашу женскую силу. И кто-то совершенно не согласен, что этот танец могут, допустим, танцевать либо мужчины, либо люди небинарные, как бы им не ясно. Либо они такую позицию принимают, что они являются, допустим, sister studio, и они принципиально не пускают на классы мужчин. То есть у них это как бы заявлено там на сайте, во флайерах, как бы они просто их разворачивают, потому что они говорят, что я женщина, там, я не знаю, как научить мужчину этому же, да, как бы этому танцу, потому что он не является женщиной. То есть у кого-то такая позиция, кому-то совершенно все равно. Даже Brother Studio, они говорили о том, что им вот это вот сестринство и очень и понравилось в нашем сообществе, что так тепло приняли, что такая общность была, да, что никогда они себя не чувствовали, допустим, какими-то изгоями или не теми. И вот это вот такое, скажем, очень ценное, то, что помогло им влюбиться в этот танец как бы больше. И даже мужчины некоторые говорят, что они согласны называться sister studio, то есть для них это совершенно не является чем-то таким, вот, потому что они прекрасно понимают, что это танец как бы для женщин, и он красивый, но если они говорят о том, что им нравится эта же музыка, эти костюмы, эти движения, да, сам нравится сам танец, то почему они не могут его тоже танцевать? То есть вот такие вот были разговоры, и теперь у нас в статусе возможно также слово «партнер». Поэтому эта тема была очень также важна для меня как преподавателя, тоже задуматься об этом, потому что эти люди как бы нереальные, и они говорят о том, что очень неприятно им слышать постоянно обращение девушки, девушки, ladies, да, как будто их совершенно не учитывают. Я просто помню, что у нас даже когда наши занятия, да, и мастер-классы, у нас есть парень, который занимается тоже стилем АТС, и вот мы всегда, и когда он приходил или где-то обучался, всегда говорили девочки и Лёша. Вот. То есть мы его просто называли отдельно как бы именем, да. Вот.
Это очень хорошая тема и для того, чтобы на самом деле подобрать нужные слова как преподавателю и не всегда использовать только слово девушки, девушки, потому что если вы будете преподавать а, за границей, да, по всему миру, вы не знаете людей, в группу будут собирать совершенно разные, очень часто к вам могут попадать небинарные люди или да, другого пола совершенно. И еще были такие советы, то есть если, допустим, вы сомневаетесь, что ну, у вас, допустим, есть там небинарные люди сейчас на классе, да и вообще, в общем, очень часто мы используем какие-то такие формулировки, там, женственные или там внутреннюю богиню, там, пробудить и так далее. Эти все выражения, они тоже обижают, в принципе, небинарных людей или даже другого пола, возможно. Поэтому тоже нужно быть аккуратным в этих формулировках. Но с другой стороны, вопрос у меня был во всех же танцевальных направлениях. В принципе, есть люди разные, да, небинарные, другого пола. И как-то они тоже все уживаются, как-то происходит это общение преподавателя и учеников, и в самом сообществе. И, возможно, это просто было мимо меня, но я нигде не видела таких вот обсуждений, да, как бы, как правильно общаться. То ли это очень хорошо, что трайбл-сообщество наше, да, поднимает эти вопросы, мы можем спокойно это обсудить и поговорить об этом, либо, как бы, может быть, очень сильно мы уязвимы, потому что тоже говорят, что да, из-за того, что это как бы танец для всех, что он такой инклюзивный, то принимаем в себя всех, там даже разных фриков и так далее, и поэтому мы можем, ну, именно в этом танце, да, как бы мы можем столкнуться с разными там даже психологическими какими-то проблемами, да, не только в вопросах там толерантности и так далее. И после этой дискуссии, да, после того, как вот столько всего произошло у нас в сообществе, постарайтесь просто в ваших группах, да, в вашем кругу обсудить эти все темы, да, сформировать свое отношение к этим ситуациям, да, идентифицировать себя как-то, да, найти также, к чему вы принадлежите. И сейчас мне бы очень хотелось обратиться именно к лидерам мнений, чтобы мы были очень аккуратны в своих формулировках, в своей реакции на происходящее, потому что все сообщество, оно, в принципе, не знает, как реагировать, да. То есть сначала там идет шок, сопротивление, потом, возможно, принятие, знаете, вот эти все стадии. И мы можем сформулировать, господи, и мы можем сформировать мнение их, возможно, импульсивно где-то, да, то есть необдуманно. И мы будем ответственны за это, да, потому что можно посмотреть, как, допустим, в Азии, в Китае сразу же, да, приняли вот FCBD, как бы поменяли там всю эту терминологию, как бы никто совершенно не возмущался там из АТС-сообщества, да, потому что их лидеры мнений, они сразу приняли эту позицию, да, соответственно, ученики, они полагаются, да, на своих там преподавателей, на лидеров мнений там в сообществе и доверяют им, да, их мнению. Поэтому это очень большая ответственность, и нам нужно как бы с этим быть аккуратней, потому что мы можем, да, сначала поднять какую-то бучу, сразу выплеснуть там все свои эмоции, да, потом говорить: не ругайтесь, пожалуйста, не делитесь на два лагеря.
Вот. Нужно самому всегда обдумывать все, взвешивать и спокойно об этом говорить. Очень дипломатично, с открытым сердцем и душой. Не нагнетать совершенно обстановки. Иногда нужно, чтобы все текло своим чередом, да, и иногда нужно наблюдать, иногда нужно действовать, а вот почувствовать, да, что сейчас важно, потому что такие ситуации, они еще будут возникать, и не раз нужно будет, да, говорить на определенную тему, формировать свое личное мнение и, конечно же, таким образом, если вы являетесь лидером мнений, то формировать мнение у вашего как бы сообщества, да. Точно так же преподаватель, когда он приходит к ученикам, да, они тоже не знают, как реагировать. Возможно, у них тоже есть свое мнение, но они сомневаются. И когда их учитель говорит так и так и так и так, да, то они, в принципе, большей части они просто соглашаются с ним, потому что он более опытный, да, как бы он больше всего знает, они доверяют ему. Поэтому давайте, пусть будет везде мир. Вот, смотрите на все в перспективе, ищите хорошие стороны, потому что очень часто мы любим, особенно когда изменения какие-то происходят, искать негатив во всем. Вот. Смотрите позитивно, всегда что-то происходит для чего-то, всегда все к лучшему. И будем просто смотреть, наблюдать и, конечно же, применять тоже какие-то действия по надобности. И продолжаем танцевать то, что любим, продолжаем называть это все своими именами. Вот. Мир всем и танцуем.